Ребята, всем привет! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Сегодня у нас с вами топ-10 сложных женских песен из рок и метал-музыки. Кстати говоря, для начала хочу извиниться за шум. В Стамбуле очень жарко, мне приходится включать вентилятор, потому что с закрытыми окнами сидеть невозможно, у меня сломался кондиционер. Офф-топ, очень сильно извиняюсь. Итак, сегодня я с вами хотела бы поговорить о сложных женских песнях в рок-музыке. Скажу так, что прям супер каких-то новых песен здесь не будет, но будут какие-то более современные, будут какие-то более старые. И вот в моем топ-10 на 10 месте сейчас песня группы Evanescence «Everybody's Fool». Какое-то время это для меня был вообще трек номер один по сложности еще в мои подростковые года, когда у меня абсолютно не было какой-то вокальной техники, у меня просто был голос. Да, я училась, кто не знает, в такой больше академической среде изначально. Я хоровым пением очень много занималась, и, конечно же, мне было сложно подобного рода песни петь, но очень хотелось. Здесь неудобно в этой песне примерно все, особенно в припеве. Достаточно большая высота, достаточно толстое смыкание у Эми Ли, вокалистка, да, группы Evanescence. Достаточно плотно, всегда на разрыв практически поет. У меня, кстати, есть видео про Эми Ли, какие-то можете посмотреть. Не одно, у меня даже, по-моему, видео есть об этом. Да, это очень непростой трек. Вот эта высота ее... Да, она там еще достаточно плотно поет. Я бы, может быть, сейчас спела я бы, может быть, сейчас как-то более облегченно это спела, да, но Эмили прям еще немножечко поджимает там корень языка назад, немножечко все сжимает, да, у нее характерный ее вот этот звук, с помощью которого она берет высокие ноты. Большая высота, правда, плотный смык, тяжело это петь, и это одна из реально самых неудобных песен в этот момент. Вот этот вот переход. Вот эти вот скачки очень неудобно, если не знать там некоторые секреты управления гортанью, да, достаточно непросто это спеть, еще с таким напором. И, в общем, да, для меня это номер 10. Номер 9 для меня это песня Аврил Лавин «Complicated». Вы можете сказать, да при чем здесь рок и Аврил Лавин? Ну, Аврил Лавин все-таки это такой поп-панк, да, но мне кажется, каждый уважающий себя металлист любит песню Complicated, да, поднимите ручки, если вы любите песню Complicated. Сложный куплет. Chill out, what you yelling for? Есть низкие, да, то есть какой-то есть вот этот разброс для диапазона. Lay down, that's all me down before. Сложный бридж. Somebody else, like everyone else. Вот это вот все. И самое странное здесь это припев. И здесь why you have to go and make things so complicated, that why you have to go and долбежка на одной нотке. И я могу сейчас ошибаться в тональности. Давайте я сейчас найду песню, чтобы точно вам сказать тональность. Да, я прям попала. Why you have to go and make things so complicated. Тоже достаточно плотный смык. I see you. Да, вот здесь тоже такой сложный подъем на буковке И, на согласной С. И звучит у нее это все так легко, по-детски, непринужденно. На самом деле, хрен ты это споешь вообще в базе своей, да, если у тебя нет какого-то хорошего вокального базиса, либо если, ну, действительно природные какие-то данные, да, не получились изначально, надо наверстывать. И есть в припеве здесь еще такой момент. And you fall, and you crawl, and you break, and you take what you get, and it's turning into. You fall, and you crawl, and you break, and you take what you get, and you turn it into. Вот сейчас остановите, пожалуйста, откройте текст песни Complicated и попробуйте просто это повторить на плотном смыке или на каком-нибудь тонком, но плотно звучащем звуке, да? Это же просто, это же неудобно. And you fall, and you crawl, к, вот эти вот все сложные скачки на сложных согласных. And you break, and you take what you get. Еще на одном дыхании это все, да, поэтому респект Аврил Лавин. Действительно сложная песня, супер хитовая, но очень непростая. На 7 месте у меня трек Decode, Paramore. Какую же ностальгию у меня этот трек вызывает, боже мой. How did we get here?
школа, 9 класс, сумерки. Очень сложный трек. Все плотником, все достаточно толстым смыком, да, там есть какие-то замиксованные части, но все равно подача достаточно агрессивная, мощная. Ноты иногда даже матово, да, звучат, то есть не... Вот сейчас пример прикреплю здесь. То есть можно сказать, что тут прям даже очень много белта какого-то, да? How do we get here? We used to know you. Она прям know you so well. Прям хорошо разгоняет, плотно разгоняет. Тоже могу ошибаться в тональности, очень извиняюсь. Вот этот вот сложный слайд в припеве. Сначала один, потом другой. Тоже без подготовки какой-то вокальной или дара. Очень сложно это выполнить, но я все-таки считаю, что все-таки подготовка нужна. Дар, конечно, хорошо. Есть, да, действительно вокалисты, которые это вывозят просто на природе, но не всегда это действительно может звучать закончено, если нету какое-то еще подкрепления, нет какого-то техники. И эта песня вся плотная, то есть здесь нет какого-то отдыха для вокалиста, да, то есть она How can I decide what to write when you're always taking time, да, то есть здесь прям агрессия, вот этот агрессивный вокал плотный, он здесь вот прям не останавливается. Это для вокалиста достаточно непросто. Если вокалист особенно только учится брать какие-то высокие ноты, это очень сложная песня. Прикольное произношение согласных, да, здесь. Прикольное произношение гласных. Немножечко вот эта ее манера Хейли Уильямс такая особенная. Эта песня, кстати говоря, в топе среди учеников моих вот вместе с Complicated. Очень многие девочки хотят петь этот трек. Energize Me, мой... Это у нас что получается? 10, 9, 8. 7 место. Energize Me. Они примерно с Paramore у меня прыгают меняя друг друга, да, то 7, то 8 место. Energize Me, Floor Jansen, группа After Forever, уже не существующая. Я когда услышала этот трек в детстве, я такая... Ого, а так можно, да? В симфоническом металле. Да, давайте уточним, что у Флор Янсен, конечно же, специфическая тоже манера пения, и это было необычно для симфометалла. Я в детстве была большим фанатом группы Nightwish, Эпика, я до сих пор являюсь, но сейчас уже, конечно, у меня другие предпочтения, да. Это было что-то необычное для симфометалла, вот эта плотная подача, да, она там где-то толстым смыканием, где-то тонким. Никто так в симфометалле не пел, все были воздушные феи, вот эти вот на оперном вокале или на хоровом, да, на каком-то псевдо-хоровом, а здесь прям Energize me when the simple smile open. И я такая, о май гад, просто мой детский подростковый мозг уехал. Там еще расщепление где-то местами, ну, короче... Начинается трек, то есть здесь еще в этом треке сложность в большом количестве приемов и в большом количестве смене смыканий, да, то есть она It's not a fantasy, another mystery, что-то там на придыхании, и потом еще вот такой смык, да, то есть немножечко игра вот этими манерами. Флор Янсен не является вообще оперной вокалисткой, насколько я знаю, она не особо даже фанат оперной вот этой всей истории. Она может хорошо вот эти манеры снимать, скажем так, петь в манере, да. Это прикольно, это сложный трек в метал-музыке, действительно, и один из самых выдающихся в симфо-метал-музыке, которых я знаю. 6 место, Nightwish, Amaranth. Если вы хотите сломать себе мозг и голос с первых нот, просто попробуйте спеть этот трек без подготовки. Вот просто попробуйте его включить и спеть, особенно его припев. Gary's the one that never played in rain in your heart, that just a snow white sorrow. И никогда вы не возьмете здесь вдох вообще никогда. Как-то вот так вы проведете это время, да, там вот эти вот скачки, какая-то мелодия витиеватая, вот это вот как... Мне напоминает, знаете, эта мелодия напоминает, как будто ее писали для ксилофона, а не для вокала. Очень прикольно, я прям представляю, как
и я стою и вот так бью по этим клавишам ксилофоновыми молоточками. И что здесь сложно, у Аннет Ользен, да, бывшей вокалистки группы Nightwish, кстати, моей любимой вокалистки группы Nightwish, посмотрите тоже видео, у меня есть разбор старенький, надо переснять что-нибудь тоже новое про Nightwish. Аннет делает действительно сложные вещи своим вокалом, и плюс у нее это, как у Аврил Лавин, звучало достаточно легко. То есть песня вся плотная, и Аннет действительно не просто там миксовала, она местами даже белтила очень так мощно. И сходу, с первых нот Back time, swing a perfect name. Прикол ее тембра, да, вот сейчас, почему Флор Янсен, например, слегка для меня теряется местами в группе Nightwish, потому что Nightwish слегка сменили вектор, и им нужен как раз вот такой вот был прикольно звучащий на толстом смыке или на миксе звук, звучащий так тоненько, да, и у Флор это не всегда хорошо получается, она больше поет именно просто на тонком смыке или там на фальцете на каком-то местами, да, у нее нет вот этого сужения такого, да, может быть даже природного какого-то такого тембра, чтобы это звучало вот как-то очень звонко-тонко, но при этом охренеть, какие партии я тебе напишу, и ты будешь звучать, как будто, ну, это вообще тебе ничего не стоит, да? Это очень непростая песня, и я понимаю, почему выбор в свое время, да, пал на Аннет, потому что именно искался вот такой вот звук, и выбирали между Аннет и Элис Рюд, они поют примерно одинаково, просто Элис более выносливая, скажем так, вокалистка. Да, то есть они именно искали вот такое звучание, чтобы звучало легко, но партии мы будем в 75-й октаве петь на белте. Bad Heart, Am I the One? But am I the one? В принципе, любую песню Bad Heart можно петь, и она уже будет непростая для вокалистов, по крайней мере, потому что здесь есть высокие ноты, и здесь есть уже расщепление, да, какое-то базовое, драйвовое, но Bad Heart очень классно управляет своим вокалом, у нее очень много вокальных фишек, какие-то ее вот эти вот вальяжные вот эти вот бросания звука, какая-то игра всякими слогами, да, и так далее, плюс у нее тембр еще очень интересный, ну, тембр как бы здесь мы не берем в расчет, но просто высоко, сложно с расщеплением, да. Это уже наш топ-5. Давайте немного поговорим о русскоязычной какой-то истории, и это Ольга Кормухина «Путь». Ты тянешь руки в небеса. В целом это довольно старый трек, но я вижу, что у нас на самом деле не так много исполнителей, которые поют сложные треки. Сейчас уже, слава богу, стали появляться исполнители со сложными какими-то рок-балладами и так далее. Но эта песня все еще популярна среди вокалистов, среди рок-вокалистов и среди вокальных конкурсов, да, девочки часто берут эту песню. В начале там такой субтончик, да, с расщеплением. То есть Ольга Кормухина тоже очень классно, не знаю, осознанно-неосознанно владеет вот этой сменой смыканий, и при этом она на этих смыканиях может спокойно давать сипотцу. И обратите внимание, как она, например, звучит на куплетах. Одинокая звезда. И как она втаскивает потом в припеве, то есть уже вот эта легкая сипотца исчезает, появляется уже такое хорошее драйвовое расщепление. В припеве, да, то есть такой тоже сложный, достаточно белтовая такая история. Одинокая звезда. У нее такой вот странный, такой специфический тембр на куплетах, да, одинокая звезда, такой вот продутый, немножечко субтоновый смык, который очень хорошо расщепляется. Ночью просто не уснуть. То есть, допустим, вот есть там строчка «Ночью просто не уснуть». Если вы владеете субтоном, то при подъеме достаточно таком небольшом гортани, если продуть чуть посильнее, уже получится какое-то расщепление. И да, вот здесь как раз этот пример вот у нее в куплете. И вот в припеве она начинает вроде в первом так аккуратненько, но с расщеплением, да, там ты,
Тянешь руки в небеса. И дальше уже какая-то такая больше белтовая история. И здесь сложно то, что текст, во-первых, на русском языке это сразу x2 к сложности, да, потому что буквы выплевывающиеся какие-то, согласные и так далее. Много обо что можно споткнуться, потерять расщепление, потерять высокую ноту и так далее, да, потерять вот технически просто можно ошибиться очень много где. Вокализность, вокальность такая, да, то есть это чуть-чуть вокальный трек, вот эти длинные ноты. Вдруг услышишь голоса, и вот это вот все надо тянуть долго, да, вот прям летящая такая песня, очень сложная и заслуживающая топ-4. Песня как бы, ну, она как трек, наверное, не супер актуальна, но она именно вокальный трек, да, она актуальна для вокальных конкурсов, кому нужно. Все эти песни, они для вокальных конкурсов будут просто разнос, просто главное подобрать к ним ключик, да, и интересно их преподнести. Там вокальные экзамены, если вам кому надо, сдаете вот эти свои вокальные экзамены в университетах тоже, вот любую из этих 10 берите, и у вас будет просто топчик, 5. Hailstorm, I'm the Fire, и это 3-е место. I am the fire. Это тоже, если брать топ выбранных песен моими ученицами, то эта песня одна из самых популярных. Тоже здесь сложность именно в разбросе, в диапазоне действий, которые вы должны делать. Не только в высоте нот, здесь высокие ноты, расщепления, разные смыкания, да, то есть высокие ноты расщепления это самое, наверное, сложное, что именно физически, да, вот тяжело выполнить. Но здесь, в принципе, Лиззи, она очень хорошо управляет своим вокалом, да, где-то она форсирует, конечно же, местами, too much делает, но в принципе, жанр позволяет перебарщивать. Здесь в металл, в рок-музыке ты никогда в хард-роке не переборщишь, скажем так, да. Можно наваливать сколько угодно. И да, сначала это все так достаточно спокойненько. Am I brave enough? Follow the desire. Тоже есть какие-то воздушные вот эти расщепления на придыхательном смыке. Есть какие-то Am I brave enough? I am! Просто тебе в лоб сразу вот такая циркулярная пила. И концовка, да, где очень много раз повторяется I am the fire! I am the fire! Очень-очень много раз вот это вот все повторяется. Это не просто для голосового аппарата, но я могу сказать, что это не самая неудобная песня. Это не самая дискомфортная песня. То есть она звучит достаточно сложно, но расщеплять ее, в принципе, достаточно комфортно. Как ни странно. На 2-м месте будет неожиданный для вас, наверное, трек. Это песня I Speak Astronomy группы Ginger. На 2-м месте она, конечно же, потому что здесь у нас подключается более сложная экстремальная техника, как такой хороший, классный гроул Тани, фолскордовый, такой хорошо зауженный. Но здесь сложность в том, что здесь очень классный чистый вокал. И есть классный такой пассаж, вот финальная часть, где постепенно наращивается вокальная работа. Raise your hands and paralyze. Классные вокальные решения для метал-музыки. Мне нравится, что вокал используется как вокал, да, и здесь нужно быть именно вокалистом, чтобы выразить, вот я даже сейчас вспоминаю этот кусочек, очень красиво, у меня мурашки идут, даже когда он у меня просто в голове играет. Вот это постепенное добавление плотности звуку и легкие вкрапления, расщепления, это очень красиво звучит, это правда сложно. Ритмическая картинка также сложная, но и поп-вокал здесь, скажем так, да, то есть мне очень нравится, когда вот усложненный такой, достаточно филигранный, слегка с мелизматикой такой уместный, да, поп-вокал используется в металл, в рок-музыке, это очень красиво, я считаю. Ну и я думаю, что на 1-е место мы с вами поставим «Круги на воде», самый популярный трек, который хотят петь все ученики, и девочки, и мальчики у меня. У меня даже был какой-то на одном из потоков курса по рок-вокалу был прикол про круги на воде. С первого просто урока все начинали эту песню присылать, все хотели петь круги на воде. Здесь сложность, скажем так, в
философском смысле, да, то есть надо как-то донести эту мысль, которая там идет. И тоже здесь сложность вот в этом вокальном диапазоне действий, да, там в начале все на субтончике можно петь, можно просто тихо петь, какие-то микровибрато есть, да, то есть здесь вот какой-то у песни более сложный посыл, ее нельзя просто технически взять и спеть. Технически можно это вывести, но это может быть неинтересно. То есть эту песню, она очень сложная, она очень высокая, да, то есть там получается фа диез, какой у нас, второй октавы, да, это очень высоко для плотных смыканий, и это может звучать просто как истерика, да, и здесь очень сложная история с согласными. Я могу сказать, что несколько лет назад, когда эта песня вышла, она уже давно вышла, когда я ее только начала разучивать, у меня не получалось с первых разов вот эту финальную часть спеть. Так пускай наступает холодным рассветом на нас новый день. Та-на-на-на-на-на-на. Вот это вот вертелка одного и того же, да, где мы много раз повторяем одно и то же. Это вот было сложно, потому что устает просто тупо голосовой аппарат, ну, неподготовленный, не потому, что вы не можете брать это ноты, а потому, что вы в них вот так вот просто долбите там постоянно, и просто устаете от этого физически, даже если вы все супер правильно делаете. То есть к этой песне нужно быть готовым, да? Так пускай. Это не очень удобный прыжок. Так пускай, так пускай. Сейчас тоже с тональностью могу ошибиться. Возвращается край, запуская круги на воде. Так пускай наступает. Да, то есть вот это к возвращает буква щ, вообще до свидания. Это супер. Вот все ученики, которые пели у меня, это всем привет. Вот это к и щ. До свидания просто, да, все мучились на этом. То есть здесь вот именно произношение текста. У меня есть видео про круги на воде, но я не могу сказать, что оно актуальное. Я бы его сейчас 50 на 50 уже сама бы с собой согласилась, да, скажем так, то, о чем я говорю там. Вот, я думаю, что тоже надо что-то переснять. Поэтому не буду оставлять вам ссылку на это видео. Если захотите, сами найдете, я его не удаляю. Оно достаточно популярное, но все равно знания обновляются, теория обновляется, и уже как бы не совсем актуальны некоторые вещи. Реально заслуживает этот трек топ-1, потому что философский смысл, очень красивая мелодия, сложный вокал. Кстати, расщепления там не так много, как кажется. У этой песни есть такой немножечко эффект Манделы, когда кажется, что там есть расщеп много везде, а там его практически в записи-то и нет. Да, то есть если брать вот живые какие-то выступления, да, там может быть Снуки расщепление дает, но вот в записи, обратите внимание, там все достаточно чисто. А хочется прям, потому что все привыкли, да, к приемам Нуки. Да, обратите тоже на это внимание. Но это не умаляет сложности этого трека. Если вы хорошо подготовитесь, вы можете просто разорвать все свои вокальные конкурсы этой песни. Причем даже если вы снизите тональность, никто там особо не заметит, там все равно будет высоко. Ну и я считаю, что да, среди русскоязычной музыки это выдающийся трек, таких мало, такая прям легендарная работа. Скажем так, я думаю, что эта песня будет много-много лет на слуху. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши топ сложных песен. Напишите, хотите ли вы, может быть, мужской топ сложных песен посмотреть, послушать от меня. Очень интересно ваше мнение. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Поддерживайте канал на Бусти, подписывайтесь на мой телеграм-канал, у нас там очень уютно. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!